Привет, армия. Чингук пригласил нас на новый прямой эфир на Уиверс. Он провел почти час, общаясь со всеми, то, чего мы ждали. Его присутствие снова показалось нам знакомым, оно принесло энергию, которой нам не хватало во время его временного отсутствия, и, как всегда, воспоминания о нем также вернули чувство тоски по Тэхёну и динамике Тэгуков, столь любимой столь многими фанатами. Во время прямого эфира Чингук казался естественным и доступным, его фирменный стиль сочетал простоту с естественным обаянием, его речь, движения и сосредоточенность во всем поддерживали образ, который узнали фанаты. Он еще раз подчеркнул, что, когда он посвящает себя чему-то, он делает это с точностью и вниманием к деталям. Даже при резке картофеля его трудовая этика была очевидна, его порезы были ровными, его движения были осторожными, а его концентрация была характерна для его кулинарии. Чингук упомянул, что его сопровождал друг детства, кто-то, кого он знает с детского сада в Пусане. Отношения настолько близкие, что они могут шутить без фильтра, свидетельство доверия, которое они построили за эти годы. Наблюдение за тем, как он проводит время с кем-то настолько значимым для него, раскрыло более повседневную его сторону, часть его жизни за кулисами. Редко видимый, но всегда упускаемый из виду аспект. В нескольких трансляциях Чингук демонстрирует спокойную, жизнерадостную и расслабленную сторону. Его веселый смех, его удовольствие от готовки и его спонтанные комментарии создают теплую атмосферу, с которой многие чувствуют связь. Поклонники, которые следят за его взаимодействием с Тэхёном, невозможно не вспомнить знакомую динамику внутри фандома Тэгуков, даже без явного упоминания об этом. Он кратко рассказывает о своей рутине, простых планах и о том, как он проводит свои дни. Очевидно, что он по-прежнему проводит время с самыми близкими ему людьми, такими как Тэхён, Ину и его старые друзья, что фанаты интерпретируют как знак того, что он сосредоточен на личном кругу, который обеспечивает стабильность, небольшом кругу, который делает его приземленным и искренним. Подобные наблюдения часто встречаются в фандоме. Они являются частью того, как поклонники интерпретируют его движения и связи, всегда с точки зрения долгой истории, которую они наблюдают. Многие фанаты описывают глаза Чингука как особенные, теплые, выразительные и способные передать больше, чем слова. В их интерпретациях они отражают привязанность и общее переживание. История, выстроенная за годы с Тэхёном, особенно для тех, кто видит в Тэхёне партнера, ощутима. С этой точки зрения, Чингук излучает неустанную привязанность к Тэхёну, сияние, которое интерпретируется как крепкая связь, результат долгого пути двух мужчин, растущих вместе в центре внимания публики. Тэгук остается единым во многих трудных и повседневных моментах, укрепляя то, что воспринимается как глубокая связь. Понятие «два влюбленных мужчины» стало сутью их отношений для фанатов. Один часто цитируемый пример происходит, когда Чингук слегка кивает, когда замечает, что Тэхён плохо себя чувствует. Достаточно тонкий жест, чтобы Тэхён знал, что он может на него опереться. Близость, воспринимаемая как глубоко укоренившаяся интимность и взаимопонимание. Другой пример в самолете, когда Тэхён наклоняется к Чингуку и прижимается к нему. Для многих фанатов этот момент – ярчайшее проявление близости Тэгука, взаимное внимание, характерное для их отношений, теплота, ощутимая без необходимости диалога. Эти жесты воспринимаются как реальность, которой они сами выбирают следовать, в отличие от других историй, созданных индустрией. Некоторые фанаты критикуют контент, который они считают коммерческим, например, шоу «Are You Sure?». Некоторые утверждают, что его формат привел к негативным отзывам о Чингуке, хотя он просто выполнял работу, согласованную с компанией. Многие считают, что шоу, снятое в другой стране, невозможно создать спонтанно, учитывая логистику перелетов, отелей, разрешений на съемки и другие производственные требования. Поэтому они считают, что шоу следует сценарию, а не личному выбору Чингука. С этой точки зрения, его улыбка воспринимается как часть его работы, а не как отражение его истинных эмоций. Поэтому фандом Тэгука советует не поддаваться влиянию нарративов, пытающихся выстроить отношения, не соответствующие тому, что мы наблюдаем уже много лет. Главный совет – доверять тому, что Тэхён и Чингук показывают, когда они вместе, доверять естественности этих моментов и ценить стабильность, исходящую от их близости.
При более внимательном рассмотрении становится видно, что у них есть особый способ находить друг друга, даже без слов. Это не преувеличение и не наигранность. Это рождается из простых жестов, которые кажутся непринужденными, но демонстрируют естественную согласованность. Каждый их маленький жест выделяется, потому что они не делают его ни с кем другим. Поэтому каждая трансляция, каждое публичное появление и каждое взаимодействие – это событие не из-за широких жестов, а из-за того, как они соединяются без слов, как их присутствие спонтанно дополняет друг друга. Именно такой подход позволяет поклонникам Текука воспринимать их отношения как нечто большее, чем стандартное поведение коллег, нечто более взрослое, глубокое и личное. Другие считают, что все просто следует формату шоу или сценарию. Для них то, что Чингук показывает на камеру, профессиональная ответственность. Это не подлинное отражение его жизни. Однако для тех, кто годами наблюдал за Чингуком без фильтра, вывод иной. Они советуют не поддаваться другим теориям, которые пытаются связать Чингука с кем угодно. Главный совет всегда сводится к тому, что Тэхён и Чингук показывают, когда они вместе. Именно там их отношения кажутся наиболее стабильными, ясными и прямыми. Один из самых заметных аспектов – это то, как Чингук смотрит на Тэхёна, взгляд, который он не бросает на кого попало, близость, внимание и спокойствие, которые возникают так естественно, как будто они понимают, что общее пространство принадлежит им, даже когда есть камеры или толпа, как будто мир сжимается только до них двоих. Чувство безопасности в этом пространстве очевидно любому, кто готов наблюдать. Самые яркие моменты кроются в мелких деталях, как они меняют позы при ходьбе, легкий наклон во время групповых разговоров, их внимание к меняющимся выражениям лиц друг друга или легкость бессловесной координации, краткие, но понятные действия для тех, кто уже понимает их динамику. Со временем такой способ взаимодействия формирует своего рода язык, не язык пространных объяснений, а язык быстрого чтения, доверия и комфорта, которыми могут поделиться только два человека, которые по-настоящему знают друг друга. Поэтому многие фанаты считают, что отношения Тэхёна и Чингука лучше всего понять, если смотреть на них такими, какие они есть, без внешних прикрас, без теорий, которые противоречат их действиям. Короче говоря, то, что выделяется в Тегуке, это не преувеличенный характер их взаимодействия, это естественность, с которой они взаимодействуют, их непринужденно синхронизированные жесты и их способность создавать свое собственное пространство даже в людных местах. Любой, кто внимательно понаблюдает, заметит это. Они общаются по-другому, без большого количества слов, чтобы понять друг друга. В конечном счете, то, что делает Тегука таким притягательным, это неуверенность в том, что на самом деле происходит за кулисами. Это то, как они оба представляют нечто искреннее, то, что фанаты могут уловить через небольшие жесты и тихие моменты. Им не нужна сцена, им не нужны объяснения, им не нужно никого убеждать. Им просто нужно быть собой, и красота раскроется сама собой. Фандом, следивший за их путешествием на протяжении многих лет, понимает, что то, что появляется на экране, лишь малая часть большой истории, построенной на тысячах взглядов, привычек и постоянных появлений. Каждое появление, будь то вместе или порознь, всегда несет в себе слабый отголосок долгой истории, которую они разделяют, истории, не всегда высказанной, но прочувствованной. И, возможно, в этом суть всего. Каждый концерт Чингука, каждая фотография Тэхёна и каждый вновь всплывший момент – это всегда небольшое окно в динамику, которая дорога фанатам, динамику, которая растет из интерпретаций, надежд и чувства тепла, накапливавшегося годами. Ничего не нужно принуждать, просто наблюдайте, чувствуйте, принимайте как нечто естественное. И до того дня, когда эти двое снова появятся вместе, в одном кадре, на одной сцене или в одном смехе, который найдет друг друга, фандом будет поддерживать эту историю живой, историю, которой не нужны обещания, не нужны определения, историю, которая продолжает дышать, потому что эти двое всегда находят способ найти друг друга, даже в тишине, даже на расстоянии. Если и есть какой-то вывод, то, пожалуй, он прост. Некоторые отношения не нужно переводить. Их нужно просто прочувствовать.